Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Приветствую вас на канале. Сегодня я расскажу вам о подкормке клубники во время цветения. Клубника капризной культуры, и чтобы получать хороший урожай ягод, важно грамотно за ней ухаживать, в том числе своевременно вносить подкормки. Ягоде за сезон требуется 3 подкормки. Ранней весной азотом, в августе фосфором, а во время цветения ей необходима полная комплексная подкормка. Для ремонтантных сортов еще желательно промежуточная подкормка кустов после первой волны урожая. Классический вариант подкормки, который обычно проводят профессиональные агрономы, это раствор нитрофоски. Столовую ложку удобрения разводят в 10 литрах воды. Удобрение нужно хорошо размешать, чтобы оно полностью растворилось, и затем поливать клубнику под корень. Норма полива 10 литров на 1 квадратный метр. В нитрофоске содержатся азот, фосфор и калий, все основные питательные элементы, которые обеспечивают рост, активное цветение и плодоношение. А применять эту подкормку можно на всех типах почв. Но я больше склоняюсь к подкормке органикой, так как она не накапливается в плодах, не вредит здоровью человека, а ягоды вырастают вкусными и не гниют на кустах. При подкормке кустов во время цветения желательно не попадать на цветы и ягоды, а грунт нужно предварительно полить. Во время цветения и формирования ягод подойдут растворы на основе древесной золы, птичьего помета и коровика. Чтобы облегчить себе задачу, можно заказать удобрения, специально созданные для клубники. Я приготовлю 3 состава, которыми можно пользоваться во время цветения и формирования ягод. Для первого рецепта нам понадобится гранулированный птичий помет, борная кислота и препарат, содержащий триходерму. Я буду использовать глиукладин. В горячей воде растворяю пол чайной ложки борной кислоты в небольшом количестве воды. Бор относится к микроэлементам. Он необходим клубнике для нормального роста и развития. Клубнику подкармливают бором именно во время цветения. Он стимулирует образование цветков, а значит увеличивается урожай. Но бор – токсичный элемент, и чтобы он не попадал в организм с ягодами, подкормку проводим под корень. Растение возьмет его столько, сколько необходимо. Раствор борной кислоты выливаю в 3-литровую банку. Добавляю литр птичьего гранулированного помета. И добавляю 1 литр горячей воды. Хорошо перемешиваю и оставляю раствор остывать. После остывания раствора добавляю в банку 2 таблетки глиукладина. Это готовый концентрированный состав. Для приготовления раствора для подкормки стакан концентрата разводим в 10 литрах воды и поливаем предварительно политые кусты из расчета 10 литров на квадратный метр грядки. После подкормки обязательно поливаем кусты водой еще раз, чтобы смыть остатки удобрения с листьев, цветов и ягод. Для второго рецепта берем борную кислоту, золу и глиукладин. Зола – натуральное удобрение, в котором содержится калий и фосфор. Именно калий и фосфор отвечают за цветение и образование урожая. Поэтому зола для клубники – отличное удобрение. Для приготовления раствора в горячей воде растворяю пол чайной ложки борной кислоты, добавляю в емкость стакан золы, заливаю золу литром горячей воды и оставляю до полного остывания. После остывания раствора добавляю в банку 2 таблетки глиукладина. Для подкормки литр настоя разводим в 10 литрах воды и поливаем по пол-литра под куст. До и после подкормки обязательно поливаем чистой водой. Если зарядили дожди, можно золу вносить непосредственно под растение, 1 горсть на куст. Ее надо равномерно рассыпать по поверхности почвы, а затем полить.
Третий рецепт – это проверенный многолетний вариант минеральной подкормки. Для него берем монокалий фосфат, борную кислоту и нашатырный спирт. Для приготовления раствора в горячей воде растворяю пол чайной ложки борной кислоты, столовую ложку монофосфата калия растворяем в литре воды, хорошенько размешиваем. К полученному раствору добавляем 3 столовые ложки 10% нашатырного спирта и 2 таблетки глиокладина. Пол-литра раствора разводим в 10 литрах воды. Используем 10 литров подкормки на квадратный метр клубничной грядки. Перед подкормкой и после тщательно поливаем кусты чистой водой. Очень многие в последнее время используют в рецептах подкормки клубники марганцовку. Я этого делать не рекомендую. Марганец в той форме, в какой он содержится в марганцовке, растениями практически не усваивается, а вот навредить им может, потому что марганцовка сильный окислитель, и ее категорически нельзя использовать на кислых почвах. Также марганцовка убивает в почве полезные бактерии и микроорганизмы, отсюда и возникают бактериальные заболевания кустов и всякие гнили ягод. Выбирайте любой из 3 вышеуказанных рецептов и хорошего всем урожая! Я надеюсь, вам была полезная информация. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Удачи, увидимся!